Всем привет! Вы находитесь на канале Real Fraud Story. Давно не виделись. Сегодня у меня синяя балаклава. Что-то потерял куда-то свою черную. Надеюсь, скоро найду. А, Подписывайтесь, как всегда, на мой телеграм-канал. Обязательно напишите комментарий под этим видео, какой-нибудь там из 4 слов хотя бы. Поставьте лайк, мне будет очень приятно. Сегодня у нас такая тема, что я быстро почему-то сегодня о ней подумал, что надо срочно мне это заснять, и вот особо без подготовки и снимаю. Итак, тема такая. Почему нельзя делать ставки на спорт? 5 причин. Вот назову вам ровно 5 причин, почему нельзя делать ставки на спорт. Это, я их вывел просто из своего опыта. Сегодня пока думал об этом. Как вы знаете, у меня был и положительный, и отрицательный опыт в ставках. И суть в том, что он у меня был положительный, в отличие от многих. Я еще почитал сегодня, переслушал, во-первых, свое интервью для Homo Ludens, почитал комментарии, и там везде пишут, что я сказочник, что таких сказочников, как я, поискать надо. Ну, для тех, для кого я сказочник, просто зайдите в мой телеграм-канал Real Fraud Story и отмотайте его на самый-самый верх. Во время его начала, там, 2020 год, я даже помню, как в прямом эфире со своими подписчиками, когда мы ставили, я поехал и купил себе квартиру, потому что, все заходило и было нормально все. Но история такая, что как бы невозможно предсказывать будущее каждый день. Это очень классный комментарий, с которым я столкнулся в интернете, когда просто что-то его мониторил, там проставки. И кто-то написал: очень тяжело жить, когда тебе нужно предсказывать будущее каждый день. И по факту правда. И, в принципе, это невозможно делать на постоянной основе. И я сейчас реально назову вам 5 причин, почему нельзя делать ставки на спорт, и не надо никогда это делать. Я, честно, вообще ненавижу вот этих всех людей, их презираю, которые рекламируют конторы. Я снимал предыдущее видео, которое говорило о том, что эти люди вас обманывают, там Овечкин, Сергей Орлов и прочие люди, которые зазывают вас в конторы. Я считаю, что они делают на самом деле очень грязное дело, ужасное, за которое им должно быть стыдно, но они в меру своей либо неинформированности, либо просто каких-то моральных норм, они продолжают это делать, но я считаю, что это ужасно. Ужасно. Прям, честно, меня прям трясет, когда я вижу очередную рекламу конторы в каких-нибудь телеграм-каналах, да хоть где. Считаю это отвратительным, но в любом случае вот 5 причин, почему нельзя делать ставки на спорт, по моему мнению, исходя из моего опыта. Первая причина. Причина номер один — это, самая простая, это потеря денег. То есть, скорее всего, вы потеряете свои деньги, и потому что даже официально в конторах плюсуют только 5% человек. Это открытая статистика, которую букмекеры публикуют. То есть на самом деле, возможно, даже еще меньше, но с вероятностью 95% вы потеряете свои деньги. Зачем? То есть зачем вам это надо? Очевидно, что вам это не надо. Потеря денег это, на мой взгляд, одна из самых незначительных причин, почему не стоит делать ставки в конторе. Но как бы одновременно она очень важна. То есть, по сути, вы просто пойдете, потратите свои деньги и, может быть, получите какое-то удовольствие, но в конце концов все равно это скажется негативно на вашем настроении и на всем подобном там на вашей жизни. Но опять же, я говорю, причина про деньги — это не самое главное. Давайте второе. Вторая — это деградация. То есть, когда вы делаете ставки, вы деградируете. Ну, это очевидно, потому что в момент, когда ты зашел в игру, ты уже не можешь думать ни о чем другом. То есть, если ты зашел на сайт букмекерской конторы и сделал ставку, то все твои мысли об этом матче. Ты ходишь по улице, ты думаешь про этот матч, ты не читаешь никакие книги, потому что ты не можешь ни о чем думать, и прочие причины. То есть, по идее, ты, когда занят ставками, твой мозг работает только и думает только о ставках. Это очень большая проблема, которую недооценивают все. Никто почему-то не считает о том, что это очень важная проблема. Но я считаю, что проблема деградации во время вашей игры — это очень значительно, потому что вы перестаете жить нормальной жизнью, перестаете общаться с нормальными людьми, потому что суть в том, что в ставках, вообще вот в этой системе,
там просто ужасные люди, ужасные. То есть ставочники, именно которые действующие игроки, это отвратительные люди. Они готовы обмануть любого, и сами по себе они нервные какие-то, не особо развиваются. То есть они тянут других людей на дно. То есть если вы приходите в какую-то компанию, и вы скажете, что вы ставочник, вам будет отношение, ну, не очень хорошее, я думаю. И, в принципе, это логично, потому что люди уже немножко понимают, что это такое. А в принципе, я просто вспоминаю свой опыт, когда я ходил еще в клубы даже, где, ну, можно было поставить. Когда я был студентом, мы там с пацанами даже ночевали, когда нас не пускали в общагу, и мы просто проводили ночь в этой конторе, и там такие люди сидят. Это вообще, это последние люди на земле. То есть по умственному развитию они ставят 10 рублей и там орут на всех, проклинают. И потом, когда у меня была серия так успешная, когда я уже зарабатывал вот этот отрезок моей ставочной карьеры, когда я зарабатывал на ставках, это уже получилось так, что я отправлял своих знакомых там, которые мне предоставляли аккаунты, что им надо было пройти верификацию. И когда мы приезжали, чтобы они проходили верификацию, я с ними приезжал в основном. О, Господи, это же ужасно просто. Это отвратительные места. То есть, когда заходишь в контору, ты видишь там самых конченых людей. Там никогда нет нормальных людей. Там самые конченые люди, которые только существуют. Ну, ладно, не будем всех под одну гребенку. 95% людей, которые сидят в будках конторы, это ужасные люди, и поэтому, когда вы делаете ставки, вы становитесь таким же. И то, что вас ждет в будущем, это вот такая же жизнь, если вы не прекратите это делать. И это очень важно. Подумайте, хотите вы быть таким же или нет. Это вторая причина, ну, то есть деградация — это 100%. Третья причина — это конторы являются мошенниками. То есть это вся схема, это ужасно. То есть изначально вы заходите в игру, где вас 100% кинут. Если вы выигрываете, у меня полно видео насчет этого, вы можете почитать мою телегу, опять же, там много историй всяких. То есть контора — это, по сути, бандит, которому вы принесете деньги. Если он захочет вам их отдать, он их вам отдаст. Если не захочет, он вам не отдаст. То есть, по сути, очень умную фразу услышал сегодня в одном из интервью в разговоре Юрия Шапкина там с каким-то Юлиусом по поводу того, что да и в принципе даже все профессионалы об этом говорят, что выиграть несложно, сложно вывести деньги. И это вы просто вдумаетесь в это. То есть по факту у вас есть изначально вот 5% плюсовых игроков, и если вы даже попали чудом в эти 5%, то вам потом надо еще каким-то чудом вынести эти деньги оттуда. Меня это просто убивает. Я не знаю, вот это суть того, что тебя кинут, тебя назначат верификации, видеозвонки там и все такое, и еще их, блядь, не выплатят деньги, меня просто разрывает. У меня вот такая ярость внутри, вы не представляете, меня просто прям трясет, когда я об этом думаю, и о том, что никто не защищен. Ладно, вы придумали и так мошенническую херню вот эту с конторами, как бы, ладно, ну, то есть, окей, это может быть даже не мошенничество, то, что у вас там есть, вы принимаете ставки, но то, что вы их не выплачиваете, потом деньги, блядь, ну меня просто разрывает от этой несправедливости. А еще я вспомнил недавно, что там есть конторские лиги, которые полностью контролируются букмекером, в которых вы 100% проиграете, которые и являются, сука, мошенничеством. То есть конторы — это реально мошенники, в которых есть ручные лиги, на которые они принимают ставки и делают результат тот, который нужен им, от этого меня вообще трясет. И почему это не регулируется никак, я вообще в шоке. Почему? Просто меня прям, я не знаю, меня разрывает от злости, когда я вот об этом думаю. Но, слава богу, я об этом думаю не часто, и в принципе, просто вы об этом должны знать. То есть, когда вы делаете ставки, вы априори играете уже с бандитами, которые вас обманывают с тем, что они не выплачивают вам деньги, с тем, что у них там подставные лиги. Ну, как бы вам самим не стрёмно? Вот чувак у меня в чате скидывал,
фотку, что он там на Балдбете выиграл, ну, выводит 2800 рублей, и там написано налог 13%. И какого-то хера это налог 800 рублей от 2800. Чё, блядь, за бред вообще? Ну, очевидно, 800 рублей от 2800 это не 13%. Это как минимум около 30. Ну и просто вообще еще и налоги. Ну, блядь, эту систему невозможно обыграть. Вы об этом подумайте, если там еще и налоги взимаются такие большие. Это третья причина. Конторы — это мошенники, с которыми никогда не надо связываться. Четвертая причина. Четвертая и пятая причина, они примерно связаны, но давайте. Четвертая. Стресс. Стресс — это самое такое неприятное вообще во всей этой истории. То, что вы, то, что вы будете делать ставки, и это будет плохо сказываться на вашем здоровье, это реально большая проблема. Потому что, ну, то есть во время того, как вы делаете ставки, у вас будет развиваться стресс. Вы все время находитесь в стрессе. То есть у вас вроде как со здоровьем физическим все в порядке, но вот это напряжение, с которым вы живете, это же отвратительно. То есть вы ходите везде, и у вас вот прям я прям помню это чувство. Ну, уже подзабыл, конечно, но я помню, что ты ходишь, и у тебя мысли все в ставках, ты напряжен, ты не можешь расслабиться. То есть ты такой, ну, там, сел поесть, я не знаю, приехал в путешествие, давайте так. Приехал в путешествие, ты смотришь на какой-нибудь красивый вид там в горах, а тебе как бы это не особо интересно, потому что тебе интересно, как командочка там твоя играет. А если еще и связи нет в телефоне, и ты не можешь зайти в интернет, у тебя просто уже там трясет, начинается вот эта ломка, тебе хочется срочно поставить там что-нибудь такое, и, ну, это отвратительно. Я не говорю, что это будет со всеми, но вероятность того, что каждый подсядет на игру, она большая. И знаете, как вот говорят, что ну, как в лудоманских видео часто говорят о том, что люди, которые подсаживаются на игру, они думают, ну все, я счастливчик, там я особенный, и я теперь побеждаю, то есть, ну я выигрываю, я придумал, как обыграть контору и прочее. Также и люди, которые смотрят мои видео, вот сейчас с тех пор, как я поменял свое мнение об этом, и с тех пор, как я говорю про лудоманию, про зависимость, также и люди думают, но это не про меня. То есть это не про меня, я не такой, у меня нет зависимости, я не делаю ставки, я там даже откладываю деньги, потому что, как я говорил, что если у человека есть деньги на счету, то, вернее, если у человека нет денег в конторе на счету, значит, у него и на банковском счету тоже нет денег, потому что это вещи практически несовместимые. То есть, если вы делаете ставки, то, скорее всего, деньги у вас не задерживаются. Ну, вы оставляете себе, может быть, на минимальные какие-то деньги, но, в принципе, у вас нет сбережений больших каких-то, вы не можете себе что-то купить, спокойно поехать, такое крупное, типа телевизора за 100 тысяч рублей, потому что у вас нет таких денег из-за того, что вы делаете ставки. И вот люди, когда меня слушают, они думают, ну это все не про меня. Ну, проведите анализ, спросите своих родственников или знакомых, про вас это или не про вас. В основном это, скорее всего, про вас. Ну, здесь лично я не сомневаюсь. То есть, когда я читал книгу там Юрия Шапкина, я сразу подумал, это все про меня. То есть это все про меня, и слава богу, что я с этим разобрался. Поэтому советую вам не бежать от этой проблемы. И больше 50% тех, кто делает ставки, они 100% зависимы. И пятая причина, очень важная, по-моему, самая важная, это влияние на здоровье. Ставки ужасно влияют на здоровье. Я могу сказать конкретно с одной стороны, меня волнует как бы с тем, с чем я столкнулся, и я думаю, вы все сталкиваетесь, это, конечно, плохой сон. Потому что, когда вы делаете ставки, у вас сон 100% ужасный, нарушен, потому что пока ты не проиграл все деньги, ты не можешь лечь спать. Либо, если ты не проиграл, а у тебя там есть деньги, то ты лег спать, и проснулся через 4 часа, потому что ты на адреналине, тебе хочется еще ставить. То есть у тебя не будет полноценного хорошего сна, пока ты не проиграешься и до такой степени, что у тебя неоткуда будет взять деньги. То есть ты там уже все, там, не знаю, у кого-нибудь занял и тоже их проиграл, все, тогда ты можешь спать и понимаешь, что если у тебя нет денег на ближайшие там 2 дня игры, то все, 2 дня ты отдохнешь, потому что твой мозг, если у тебя есть деньги, он всегда думает, надо депнуть, там, надо поиграть.
Я вот сколько не ставлю, блин, я уже так кайфую, правда. Я спокойно могу спать по 10 часов, и не надо мне просыпаться и думать, что, ой, сейчас зайду, баскетбольчик какой-нибудь поставлю. Это реально важно, это правда важно. То есть сон, по-моему, это вообще самая главная причина, потому что он точно будет нарушен, если вы будете делать ставки. И плюс еще мне писал подписчик недавно и тоже спрашивал, как ты считаешь, вот влияет ли это на здоровье? И рассказал мне историю, что у него были проблемы, какие-то боли там ужасные в животе. И как только он перестал ставить, там через неделю все исчезло. То есть он спокойно стал жить. И потом опять вернулся к ставкам, и у него опять начались боли. То есть это все нервное, скорее всего. То есть это же бьет по нервной системе ужасно. То есть вот эти все причины со здоровьем, они реально очень важны. То есть они, конечно, оказывают большое влияние на вас. А, Ну и, в принципе, вот самое главное, это что вы еще и становитесь овощем, когда вы делаете ставки. То есть, по факту, вы становитесь неинтересным человеком. О чем с вами разговаривать? Если у вас все время в мыслях только ставки, там какой-то спорт, который вам интересен только из заставок, ну, а о чем с вами поговорить? Вы становитесь, по сути, биомусором для этого общества. Поэтому не делайте ставки, подумайте, вот просто подумайте о том, что я сейчас сказал. Я звучу, конечно, как проповедник какой-то сейчас, вы такие, ой, бля, да сколько можно, заебал уже. Ну, это мое дело, как бы, я считаю, что очень важно людям все-таки задумываться о том, что они делают. Конечно, пока вы не задумаетесь, вы ни к чему не придете. Был смешной у меня человек, тоже писал мне в личку и говорит, я вот посмотрел твои видео, да, я вижу, что ты уже завязал, но вот сейчас я плюсую уже 100, примерно по 100 тысяч в месяц, у меня все стратегия, которую я разрабатывал 6 лет, и потом проходит пару месяцев, он мне пишет, привет, слушай, у тебя случайно, мне неудобно там, но у тебя в долг не будет там денег, ну, блядь, ну это смешно просто, вот человек плюсует по 100 тысяч. Но я предлагаю вам просто не думать о том, что вы сможете плюсовать, тем более после того, как одна известная контора закрылась, в принципе, и вообще никому не платит, и мои схемы уже стали неактуальны, и я предлагаю вам завязать с этим. Кто не верит моим словам о том, что я был когда-то плюсовым успешным игроком, welcome в мой телеграм-канал, посмотрите в самом верху скриншоты, вас они могут шокировать. Также присоединяйтесь, опять же, к моему телеграм-каналу, скоро будем снимать подкасты, много интересного контента я еще собираюсь делать, поэтому буду благодарен за подписку, за лайк на это видео. Не делайте ставки. Я постарался рассказать, чем это грозит вам и почему это не нужно делать. Всем спасибо за внимание. Пока.